Всегда в повседневной жизни используйте VPN. Тем самым вы серьезно усложните работу для репрессивной машины. Привет, друзья! Меня зовут Матвей Купрейчик, я из Байпол. Организация мигрантского кризиса, секретная база, замаскированная под детский сад, руководители-взяточники. Все это мы сегодня расскажем вам о любимой спецслужбе старого деда, АСАМ, отдельной службе особых мероприятий, входящей в состав пограничных войск. Любовь клана Лукашенко к границе общеизвестна. Попал в пограничные войска и не служил, я бы не был президентом. Да и как ее не любить, если при должном подходе и собственной вседозволенности она превращается в без преувеличения неиссякаемый источник серых доходов. Неудивительно, что барыжить сигаретами и водкой бывший директор совхоза начал буквально сразу, как только дорвался до власти. Изрядно потоптали государственную границу и старшие сыновья диктатора Виктор и Дмитрий Лукашенко. Первый служил в спецподразделении пограничных войск АСАМ вместе с нынешним командиром группы Альфа Комитета госбезопасности Сергеем Зубковым. Позже Виктор Лукашенко был назначен официально руководителем Межведомственного совета специальных подразделений, а по существу смотрящим за АСАМ и другими спецподразделениями, благодаря чему его отец и начальник говаривал: Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях типа Альфа, Алмаз, АСАМ, пограничное подразделение, относительно ГРУ, Генштаба. На прямой связи руководители с ним были. Мы очень много сделали за это время и за счет государства и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня готовы и реагируют на любые вызовы нашего времени. На сегодня Виктор Лукашенко имеет звание генерал-майора запаса. В том же самом карманном и удобном АСАМе в 2003 году проходил службу и второй сын диктатора Дмитрий Лукашенко. Третьему царевичу Коле готовилась та же участь, но пока что он изучает биологию. Их же отец, полоумный дед, еще до впадения в старческий маразм увлекся придумыванием различных сказочных историй, связанных со своей службой в погранвойсках КГБ СССР. То он рвался на остров Даманский повоевать с Китаем. Правда, забывая о том, что в то время это был уже лет как 6 бесконфликтный участок, который не контролировался СССР. То он рассказывал, что во время службы проехал от Прибалтики всю Западную Украину и с автоматом наперевес защищал границу СССР в Молдове. Впечатляющая по своей нереальности география, не входящая, впрочем, в зону оперативного обслуживания части в Бресте, где в молодости служил политрук Лукашенко. Возможно, там же его и расстреляли из автомата. Хотя нет, расстреляли его уже в 94-м. И не на западной, а на восточной границе. Но при этом он, конечно же, не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Слушать подобные бредни – незавидная профессиональная обязанность психиатров, особенно в период сезонных обострений. Поэтому мы идем дальше. Говоря об АСАМ, отдельная служба особых мероприятий, если проще, о спецназе погранвойск, необходимо отметить ее отдельную роль в подавлении протестов 2020 года и тем самым удержании власти преступным режимом Лукашенко ценой крови мирных белорусов. Силовую поддержку осуществляют боевики АСАМ из управления С, численность которого составляет около 5 отделов, примерно по 10 человек в каждом. Как и подобает террористам, прячутся они за спинами самых беззащитных, а именно на базе, замаскированной под детский сад в Минске по улице Якубовского, 20. Командует управлением С полковник Путрик Андрей Владимирович. Ранее Путрик служил в милицейском СПБТ «Алмаз», где прошел путь от инженера-пиротехника до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Задачи по задействованию в подавлении народных протестов этому карателю ставил лично командир АСАМ, полковник Крючков Игорь Анатольевич. Он же по документам прикрытия Орлов Игорь, Орлов Александр и Волков Игорь. Фотографии из фейковых паспортов вы видите на экране. Украшают все эти фальшивые личности пышные усы командира АСАМ, точь-в-точь, как у диктатора и его старшего отпрыска. Хотя чего тут удивляться, ведь Крючков, вдобавок ко всему, является кумом Виктора Лукашенко. К задачам, поставленным Крючковым Путрику, а тем, в свою очередь, личному составу подразделения, относилось вскрытие помещений в жилищах граждан, попавших в поле зрения карателей, изъятие электронных устройств, непосредственные силовые задержания, зачистки в квартирах и прочее, чего требовал, увы, не закон, а главарь колхозной хунты. Впрочем, не все асамовцы прогнили насквозь. Среди них нашлись адекватные и порядочные люди. После постановки особых задач порядка 20%
офицеров спецов управления С подали рапорты на увольнение. Начальство рапорты удовлетворило, а в благодарность за службу выдало сохранившим честь и совесть спецназовцам волчий билет и закрыло выезд из Беларуси. Ну а Крючков, Орлов, Волков, не знаю как правильно, самозабвенно удовлетворивший своих хозяев, метит на совершенно иную награду. Поговаривают, что в седой затылок протухшему председателю погранкомитета Лаппо уже вовсю дышит смена в лице более энергичного будущего генерала Крючкова. Пока же Лаппо не протух в конец, усатый осамовец Игорь играет в хоккей за прикорытный клуб «Бастион» и продолжает удовлетворять, в том числе материально, семейку диктатора, используя для этого свое служебное положение. Занятие, в котором он, кстати говоря, имеет многолетний опыт. Так, еще в 2013 году на документы прикрытия на имя Волкова Игоря Анатольевича регистрируется байк Harley Davidson CVO Road King синего цвета, регистрационный знак 5205 Александр Владимир 7, владельцем которого только уже с регистрационными номерами 307 Владимир Александр 7, как по взмаху волшебной палочки в том же 2013 году оказывается Чиж Сергей Юрьевич, сын некогда одного из самых приближенных к дряхлому телу диктатора-олигарха. Кто же на самом деле ездит на этом байке по красивым номерам? Догадайтесь сами. Как говорится, нализал на генерала Крючков с лихвой. Впрочем, не только на генерала, но и на персональное включение в 5-й пакет санкций Евросоюза за активное участие в организации нелегального перехода границы Беларуси с ЕС мигрантами с Ближнего Востока. Как уже упоминалось в начале выпуска, под видом охраны и защиты рубежей нашего государства, узурпатор Лукашенко вместе со своей сворой все эти годы использует границу для личного обогащения. Это одна из основных его дойных коров. Кроме бесконечной контрабанды, конечно же, нельзя обойти стороной и контролируемый режимом потоком нелегальной миграции, о чем Байпол уже рассказывал в своих предыдущих расследованиях. Так, в 2021 году с целью принудить Запад к диалогу на своих условиях режим Лукашенко организовал на границе с Евросоюзом масштабный мигрантский кризис. При этом полоумный старик довольно кривлялся, мол, а докажите, что это я. Факты на стол. А пожалуйста. В качестве примера возьмем случайно деятельность ООО «Визак». Казалось бы, ничем не примечательная турфирма. Ну что ж. Копнем глубже. Расположена эта турфирма по адресу город Минск, улица Якубовского, 10. То есть окна в окна с вышеупомянутым детским садиком для спецназовцев-пограничников. Интересное совпадение, правда? Копаем дальше. Учредителями данного ООО являются Шпак Наталья Юрьевна, гражданка Республики Беларусь, этнический иракский курд Хаджи Амар Шавкат Джадер Хаджи, который имеет статус беженца и вид на жительство в Республике Беларусь, и по совместительству является отцом ребенка вышеупомянутой гражданки, а также этнический иракский курд Шервани Гарах Аббас Куртас. Ранее вышеперечисленные лица являлись не только учредителями, но и руководителями данной организации. В настоящее время должность директора занимает Жданович Иван Иванович, гражданин Республики Беларусь. Впрочем, к деятельности турфирмы Визар Жданович причастен только по бумагам. К слову, подобная организация под названием ООО «Адам Хаус» работает и в Полоцке. Учредителями Адам Хаус являются несколько соотечественников Хаджи Амар Шавката Джадера Хаджи из солнечного Курдистана. Руководителями данной организации в различные периоды времени были уже известные нам лица: Шпак Наталья, Хаджи Амар Шавкат и тот же Жданович Иван. Однако с 2020 года номинальным директором Адам Хаус является жительница Полоцка Тарасова Анна Александровна. Фактически же деятельность упомянутых лиц и фирм направлена на поставку толп мигрантов в страны Евросоюза и создание на границах с ЕС в нужный диктатору момент миграционного кризиса. Ну а очередность и координацию действий, а также крышу данного бизнеса обеспечивают, как вы уже наверняка догадались, бывшие и действующие сотрудники ОСАМ. Как для личных корыстных целей, так и для исполнения преступных приказов сверху, пограничники, обслуживающие диктатора, при этом злоупотребляют документами прикрытия, безо всяких угрызений совести и стыда. И уж кто-кто, а они прекрасно осознают, что их действия идут вразрез с действующим законодательством на территории Республики Беларусь. Куратором ООО «Визар» и решалой возникающих проблем является Ярошевич Иван Иванович,
действующий сотрудник ОСАМ, который представляется сотрудником КГБ. Кстати, многие пограничники себя причисляют именно к этой конторе и тем самым считают, что придают себе особые значимости и таинственности. В своей деятельности Ярошевич использует документы прикрытия со следующими данными: Парфенов Иван Федорович, Кондратович Иван Иванович, Ковалев Иван Иванович. Данный персонаж открытым текстом говорит и заверяет Шавката и иных лиц в том, что у него крыша от всех силовиков и что бояться ему попросту некого. Встречи подельники проводят в точках общепита города Минска. Собирая воедино всю преступную схему организации и осуществления мигрантского кризиса в нашей стране, даже по грубым прикидкам Байпол насчитал 1,5 десятка подобных фирм, действующих под видом оказания визовых и туристических услуг. Разумеется, рассказывать о деятельности каждой из них мы пока не будем, но по еще одной, пожалуй, все-таки пройдемся. Знакомьтесь, ООО «Байлингтур». Учредителями данной фирмы являются этнический иракский курд Абубакер Хазар Акрам Абубакер и Паюков Александр Васильевич, гражданин Республики Беларусь. И вот как раз некоторые подробности биографии Паюкова и привлекли наше внимание. И дело даже не в том, что данный персонаж засветился и в других турфирмах, к работе которых также причастны уже известные нам Шпак Наталья и Хаджи Амар Шавкат. Примечательно другое. Еще в 2011 году в отношении гражданина Паюкова возбуждалось уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Военнослужащий Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Паюков Александр Васильевич предъявлял должностным лицам органов пограничной службы заведомо подложный документ — национальный паспорт гражданина Республики Беларусь номер МП 2079-350, выданный на имя Тарасевича Игоря. Поясняю, действующий на тот период времени сотрудник ОСАМ Паюков, обнаглев, как и многие его коллеги, злоупотреблял служебным положением и превышал свои полномочия. А именно, имея в пользовании паспорт прикрытия на имена Карасева Юрия Николаевича и Тарасевича Игоря Анатольевича, неоднократно, как говорит следствие, то есть более 2 раз, пересекал государственную границу, предъявляя паспорт на имя Тарасевича, что является недопустимым и преступным деянием. Ай-яй-яй, какой плохой, нерадивый сотрудник. Надо его, наверное, наказать. Далее, совершенно логично, возбуждается уголовное дело, кропотливым расследованием которого занимается прекрасный следователь Панкратьев Сергей Георгиевич. Но на этом логика, а вместе с ней и правоприменение у лукашистов заканчиваются. Вместо направления дела прокурору и рассмотрения его в суде, самым чудесным образом дело прекращается по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, то есть за истечением сроков давности. Уверенный, что Панкратьев сделал бы все по закону, но издержки профессии и решения руководства не позволили ему это сделать. Нам-то с вами известно, что принцип иногда не до законов появился в нашей стране куда раньше 2020 года. Да и как по-другому, если аналогичной схемой пользуется даже сам начальник самцов Игорь Крючков, который, кстати, вместе с Паюковым и еще одним сотрудником, данные паспорта прикрытия которого финский Александр Александрович, обратим на это внимание, а настоящая фамилия этого человека Горбачик Сергей Александрович, используя злочастные документы прикрытия, 2 марта 2011 года пересекли границу на выезд из Беларуси в Украину через пункт пропуска Макран. И примечательно в этой истории, что выезд был осуществлен на автомобиле Volkswagen Caravella черного цвета с регистрационным знаком АИ 9136-5, который зарегистрирован, вот он, на паспорт прикрытия, имя которого финский Александр. Смешно, не правда ли? Впрочем, хорошо смеется тот, у кого совесть чиста и честь не запятнана. Байпол располагает сведениями о широком круге лиц, совершавших подобные преступления. Мы знаем не только где, но и кто, и в какое время, и с кем, и сколько раз совершал такие действия. Гарантируем, за организацию нелегальной миграции и за другие преступления против белорусского народа каждому виновному придется ответить по всей строгости закона. Распространяйте наши видео, делитесь информацией о нас с близкими и знакомыми всеми доступными для вас способами. Вместе мы победим! Живе Беларусь!